Доброе утро! Сегодня я расскажу, как ухаживать за орхидеей. Орхидея – одна из красивейших цветков, который очень распространен среди цветоводов. Существует множество сортов, насчитывается порядка 30 тысяч разновидностей. Цветы на цветоносителях могут быть любой формы и разной окраски. Они долгоцветущие, до 6-7 месяцев. Наряду с положительными качествами имеются и отрицательные. Корни и листва орхидеи у нее очень хрупкая. Она имеет склонность к загниванию корневой шейки и корневой системы. Грубые ошибки выращивания приводят к наличию вредителей, которые приводят к болезням орхидеи. Родина таких растений считается Южная Америка. И выросли эти цветы в природных условиях, где много света, кислорода и воздуха. Но их можно выращивать в домашних условиях, соблюдая все требования к условиям выращивания. Сейчас расскажу основные условия выращивания. Цветок должен расти на солнечной стороне подоконника. Окно и подоконник должен быть чист, без плесени. Цветы на подоконнике хотя бы раз в неделю должны менять место, чтобы свет, воздух поступал на листву и цветоносители равномерно. Каждый день не в больших количествах отстойной воды необходимо полить землю, которая покрывает корни. Осторожно, чтобы не попадала вода в шейку корневища, и следить за уровнем стекшей воды. Орхидея выращивается в двух специально для орхидеи горшках. Один горшок – это для слива и стека воды. Второй горшок, где находится корневище вместе с землей в горшке. Теперь подбираем минеральные удобрения для орхидеи и строго по инструкции подкармливаем растения. Так, например, удобрение Терраплюс, Биофлора для орхидеи. Начиная с марта месяца по октябрь подкармливать необходимо раз в 7 дней, а с ноября по февраль раз в 20 дней. Очень я хочу обратить внимание, удобрения для орхидеи очень много. Надо соблюдать инструкцию на каждом удобрении. Подготавливаем, берем чистую пластмассовую бутылку, наливаем воды из-под крана, эта вода в бутылке отстаивается не менее 24 часов. Вода, которая стоялась в бутылке, в нее добавляем удобрения. Тут по инструкции написано, на 1 литр воды добавляется 2 столовые ложки этого удобрения. Но чтобы не мериться ложками, я просто
столовую ложечку воды налила в колпачок. Эта жидкость равняется столовой ложке. Поэтому я наливаю в колпачок удобрение и вливаю в бутылку отстойной воды. 2 колпачка на литр воды. А у меня здесь 2 литра воды. Значит, надо добавить 4 колпачка. Теперь сбалтываем эту бутылку. И эта смесь готова для подкормки орхидеи. Перед тем, как подкормить орхидею, нужно вытащить верхнюю часть горшка с нижней и промыть нижнюю часть горшка. Даже если она чистая, все равно под струей воды промыть ее хорошо, потому что в этой части заводятся вредители и приводят к болезням орхидеи. Вымыли горшок нижний, соединяем с верхним горшком. Наливаем, я взяла мерку, здесь 345 миллилитров воды. Наливаем в эту мерку из 2-литровой бутылки смеси с удобрением. И поливаем землю, под которой лежит корневище. Ни в коем случае не попадаем в шейку корневища. Вот так. Следим, чтобы вода в нижнем горшке не доходила до верхнего горшка. То есть корни второго горшка не должны находиться в воде. И повторяем операцию опять через 7 дней. Пересаживаем орхидею тогда, когда на цветоносах отцвелась полностью, цветы попали, и листва достигла большой массивной величины и корни. Для этого подбираем горшок большего объема, осторожно, так как корни и корневище и листва очень хрупкая, мы очень легко, нежно вытаскиваем горшок со второго горшка и вытаскиваем корневище с землей вместе с этого маленького горшка. И пересаживаем в другой, больший по объему горшок. И засыпаем землей для орхидеи, чтобы корни были покрыты. Но перед этим, чтобы пересадить, надо осмотреть цветочек, вырезать сухие ветки, убрать поврежденные корни, и тогда пересаживать. После того, как мы пересадили, засыпали корни
землей для орхидеи, необходимо полить эту землю, чтобы она была влажная, и поливать ее в течение 2 недель. Только после 2 недель можно удобривать. Если соблюдать вот эти все условия, так как цветок вырос, и родина его в Америке, вырос он на природных условиях, нужно постоянно проветривать окно. В летнее время форточка или ствол окна должен быть постоянно открытым. Для поступления кислорода, воздуха извне. В зимнее время очень холодно. На ночь ствол закрывать, а днем хотя бы на несколько минут проветривать, чтобы кислород зашел и обошел все вот эти цветочки. Соблюдая вот эти все правила, орхидея никогда не заболеет. Она будет шикарно цвести, и бутоны ее постоянно будут увеличиваться в течение 6 месяцев. Вот, например, бутончик следующий идет. И цветок никогда не заболеет. При этом зеленые цветоносители не обрезать. Они еще раз дадут цветы на этой орхидее. Только сухие, только поврежденные обрезать постоянно. И утром каждый день нужно сбрызгивать не корневище, не шейку корневища, а землю, под которой находятся корни. И поливают простой отстойной водой, чтобы земля была чуть-чуть влажная, не осушенная, но чтобы не попадала на шейку, еще раз я говорю, на шейку корневища. Раз хотя бы в неделю переставлять цветы с места на другое, менять ему местоположение, чтобы свет и солнышко попадали на листву равномерно. Вот так вот в домашних условиях выращивается орхидея. Если вы будете следовать советам, которые вам рассказали, то орхидеи будут цвести у вас в течение года. И они будут постоянно в цвете. Если видео было интересно и понравилось, ставим лайки. Всего доброго, до свидания.